Доброе утро, сегодня 29 октября, с вами Владимир Гаврилов с ежедневными новостями от UFX Markets. Доллар немного вырос по отношению к большинству валют. Предварительные данные о ВВП оказались лучше, чем ожидалось. По прогнозам, экономика США должна была продемонстрировать рост на 1,9%, но вместо этого выросла на 2%. Ситуация вокруг президентских выборов продолжает накаляться. На данный момент опросы показывают, что лидирует действующий президент Барак Обама, но гонка проходит довольно жестко. Сегодня ожидается, что личные расходы составят 0,6% против 0,5%, а базовый ценовой индекс PCE остается неизменным на уровне 0,1%. В пятницу Уолл-стрит завершил торговый день без изменений. Dow Jones вырос на 0,3%, NASDAQ вырос на 0,6%, а S&P снизился на 0,7%. Ураган Сэнди приближается к восточному побережью США, и американским фондовым рынкам, возможно, придется закрыться, если ураган затронет континентальную часть страны. Золото преодолело уровень поддержки 1700 и закрылось на отметке $1712 за унцию на фоне продолжения испанского кризиса. Нефть завершила торговый день почти без изменений, закрывшись на отметке $86.10 за баррель. Евро завершил торговый день без изменений по отношению к доллару после того, как уровень безработицы в Испании составил 25% против ожидаемых 25,2%. Пара евро-доллар торгуется в нисходящем канале, но согласно 4-часовому графику индикатора МАГД, тренд пары может измениться. Выхода экономических данных сегодня в Европе не ожидается. Британский фунт снизился по отношению к доллару, так как на фоне опасений относительно европейского долга инвесторы обратились к более безопасному доллару и иене. Рост предложений на продажу снижает пару фунт-доллар. Если пара опустится ниже уровня поддержки 1.6050, возможно дальнейшее снижение до отметки 1.59. Сегодня ожидается, что объем чистых займов частным лицам составит 0,6 миллиарда против ранее отмеченных минус 0,4 миллиарда. Канадский доллар продолжает снижение уже четвертую сессию, так как продолжает расти неприятие риска. Согласно техническому анализу, канадский доллар приближается к равенству с долларом США. Уровень 1,0 является сильным уровнем сопротивления, который может остановить текущее движение вверх и изменить тенденцию. Выхода экономических данных сегодня в Канаде не ожидается. Спасибо, что были с нами. Будем рады видеть вас на нашем сайте ufxmarkets.com.